Томас и София были самой низкорослой парой из США, но их любовь и преданность друг другу были поистине огромными. Они познакомились на сайте знакомств, где сразу же обнаружили, что у них много общего и много схожих интересов. Оба любили путешествовать, смотреть старые фильмы и проводить время на природе. Их переписка длилась 2 месяца, полных смеха и откровений, прежде чем они решились на первое свидание. Когда они встретились в уютном кафе, атмосфера была наполнена ожиданием и волнением. Они быстро нашли общий язык, и время пролетело незаметно. Вскоре они поняли, что не могут жить друг без друга. Их отношения развивались стремительно, и вскоре Томас сделал Софии предложение. Она с радостью согласилась, и вскоре они поженились, окруженные близкими и друзьями, которые поддерживали их на каждом шагу. Однако вскоре после свадьбы София забеременела, и радость от этого события была омрачена рекомендациями врачей. Они настоятельно советовали ей прервать беременность, так как существовал высокий риск рождения ребенка с серьезными патологиями. Но Томас и София, полные надежды и любви, отказались от этого решения. Они мечтали о детях и были готовы принять любые вызовы, которые могла принести жизнь. София родила сына Майка, который, к их огромному счастью, оказался полностью здоровым, несмотря на их карликовость. Семья стала частыми гостями на различных телешоу, где делилась своей историей, вдохновляя других людей и показывая, что любовь и семья не зависят от физических характеристик. Однако после одного из таких выступлений Томас и София столкнулись с дискриминацией и травлей. Они стали жертвами насмешек и предвзятости, но даже в самые трудные моменты оставались жизнерадостными и оптимистичными. София надеялась, что их история поможет другим родителям научить своих детей принимать людей с карликовостью и уважать их. Она мечтала о мире, где различия воспринимаются как богатство, а не как повод для осуждения. Спустя некоторое время София узнала о своей второй беременности. Снова они столкнулись с теми же опасениями, но, как и прежде, решили оставить ребенка. На свет появилась девочка по имени Хлоя, которая, к сожалению, родилась с респираторными заболеваниями и унаследовала от родителей гены карликовости. Несмотря на все трудности, семья оставалась счастливой и сплоченной, принимая всех своих детей такими, какие они есть. Томас и София продолжали бороться за права людей с карликовостью, активно участвуя в различных мероприятиях и инициативах. София также завела аккаунт в социальной сети, где делилась семейным контентом и проблемами, с которыми они сталкивались на протяжении жизни. Она публиковала вдохновляющие истории, советы и моменты из повседневной жизни, показывая, что счастье возможно, несмотря на трудности. Их история стала символом надежды для многих, и они продолжали вдохновлять людей на принятие и любовь, независимо от различий. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.